Друзья, всем привет! Это видео будет про то, как я делал вот это крыльцо. Под конец уходящих теплых деньков вот у меня такой небольшой объект нарисовался. Нужно сделать крыльцо и вот эту стену. Первым делом нужно сделать опалубку, где ровная часть, там я буду прибивать рейку, а где полукруглая часть, я буду прибивать направляющие для натяжных потолков. Они пластиковые, гнутся, и можно будет их полукруг как раз сюда согнуть. И как обычно я начинаю, а вы наблюдайте. Для того, чтобы доску закрепить вот сюда на стенку, я на нее прикручиваю вот такие пластины крепежные, потому что высота самой рейки не очень большая. И тем более здесь ступеньки сделаны из кирпича. И есть риск, что когда я буду бурить кирпич, он просто вот здесь сверху прям куском отломится. Таким образом я не смогу рейку закрепить. А эти крепления, которые я сюда на рейку сделал, они мне позволяют закрепиться ниже. Закрепляю эту рейку, закрепляю за подлицо. Ну, то есть я, конечно, смотрю по уровню, чтобы не было такого, чтобы вода текла в сторону дома. Я не учел одного момента. То, что рейка длиннее, чем та часть, где начинается скругление. Поэтому надо будет немножко переделать. Так вот, вчера я сделал опалубку для ступенек. Здесь ступенька полукруглая. И вот, чтобы сделать полукруг, вот это профили для натяжных потолков. Они пластиковые, достаточно плотные. Из них можно мастерить такую вот опалубку полукруглую. Также здесь я сделал отбортовку 2,5 сантиметра. Это будет толщина ступеньки здесь с краю. А ступенька у меня будет с вылетом на 2 сантиметра вот эти. Потом здесь 1,5 сантиметра будет подступенок сделан. И останется вылет примерно 5 миллиметров. То есть ступенька не будет просто ровная вот такая углом. Она будет с небольшим вылетом. Как видите, вчера еще у меня тут небольшая авария произошла. Когда я начал закреплять опалубку, оказалось, что вот эта часть крыльца, ее мочило, туда попадала вода и бетон разрушался. И мне пришлось все это отдолбить. То есть так достаточно немало здесь получилось. Также я вчера еще обнаружил, что в некоторых местах бухтит. Это я тоже сниму, чтобы потом не было проблем. И в итоге вот у меня получилась вот такая опалубка. Сегодня я буду подготавливать всю поверхность и заливать крылечко, вот этот верхнюю часть крыльца, придавать рельеф и нарезать. Меня ждал вот такой сюрприз. Я сдолбил верхний слой. Здесь на площадке был верхний слой стяжки, как вот на этой ступеньке, вот здесь. Она бухтела в некоторых местах. Начал я ее долбить и в итоге сдолбил полностью. Но ничего страшного, будет слой бетона потолще. Это даже будет лучше. Сейчас все это обработаю сначала грунтовкой, потом бетоноконтактом и начну заливать. Я все обработал, всю поверхность бетоноконтактом. Двери залепил скотчем и полиэтиленом. Сейчас начну заливать. Ну вот, друзья, я уже залил крыльцо, откатал рельеф вот этим валиком. Я надеюсь, вы его помните. Крыльцо с уклоном в эту сторону и здесь в эту сторону.
Сейчас вам покажу рельеф. И чуть попозже, сейчас оно немножко прихватится, я буду нарезать швы. Хейтеры опять, наверное, начнут говорить мне, что таких швов не бывает. Но клиент попросил именно такие швы. Ему понравились именно ровные швы. Сейчас вам покажу рельеф, какой получился. Вот такой рельефчик у меня получился. Так, пришло время нарезать швы. Как шаблон буду использовать доску, она ровная. И вот такой инструмент у меня есть. Сейчас им буду нарезать швы. Настал следующий день, я продолжаю работу, заливаю ступеньку. Кстати, обратите внимание, крыльцо я укрыл пленкой, чтобы бетон не терял влагу слишком быстро. Я это называю запарить бетон. Когда бетон начинает схватываться, он выделяет тепло, и когда накрываешь его пленкой, происходит естественная тепловая влажная сушка бетона. В дальнейшем это положительно сказывается на его прочности и долговечности. После того, как ступень выровнена, валиком наношу рельеф. Перед тем, как наносить штукатурку на стену, сначала смачиваю ее небольшим количеством воды, чтобы стена не забирала воду из штукатурки. И плюс к мокрой стене штукатурка прилипнет лучше. Итак, друзья, вот я сделал распаковочку, снял полиэтилен. Вот такая красота получилась. Сегодня буду делать подступенки. Это завершающий этап. И вот в этих местах, где была опалубка, здесь нет шва. И сейчас я буду здесь пропиливать болгаркой, чтобы шов шел дальше, чтобы была полная имитация того, что это камень. И здесь есть швы. Вот посмотрите, как сейчас это выглядит. Теперь от камней тоже есть швы. И теперь это выглядит более законченным. Имеет более законченный вид.
Но я сейчас начну делать подступенки. И вот здесь то, что у меня не закончено, здесь тоже нужно сделать под камень. При нарезке швов на вертикальных поверхностях я также сразу прорезаю неглубокий шов снизу штукатурки и выравниваю верхнюю кромку будущего камня. Рельеф в тех местах, где я срезаю лишний раствор, я восстанавливаю с помощью железной щетки. Я сразу сметаю бетонную крошку мягкой кисточкой или щеткой. Так удобнее работать, потому что так меньше мусора, и в дальнейшем мне меньше убираться. К тому же, если сразу не убирать бетонную крошку, она может прилипнуть к ступеням или брусчатке, и тогда ее сложнее убрать. Приходится больше усилий прилагать. Швы я нарезаю очень аккуратно, иначе можно испортить свою же работу. С этим спешить не стоит. Кстати, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Это поможет в его продвижении. Заранее вас благодарю.
Что ж, друзья, на этом объект мой заканчивается. Такое вот небольшое крыльцо, небольшой объект. С двери я еще пока не убрал скотч и все остальное, потому что я здесь еще буду проходить герметиком. Показывать, как я прохожу герметиком, я думаю, не имеет смысла. Это не такая уж хитрая операция. А сейчас вам полностью покажу все крыльцо.